Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 5 по 11 июня. Давайте узнаем, что важно знать. Так будет называться наша первая карта. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но вы очень интуитивные люди, и я надеюсь, что образы, метафоры карт вместе с вашей интуицией дойдут как подсказки какие-то, может быть, помогут какой-то пазл сложить, может быть, как действовать или наоборот отступить полшага назад. Кто знает, вот давайте, что нам хотят сказать карты для вашего знака зодиака, уточним, разузнаем. Итак, что для рыб и рыбок на неделю важно знать? А чего не избежать? Или, может быть, это как неожиданность какая-то? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам и личная жизнь. Итак, что важно знать? Вообще карта успеха, заслуженного успеха. И пусть эта карта выглядит так, темновато. Это как мы, словно в начале какого-то пути. И придется предпринять еще какие-то действия. И вообще это карта мужества, идти вперед. Даже если и еще пока нет этого горизонта, он, слишком широк. Еще нет какой-то конкретики точнее. Но мы продолжаем то, что мы начали. И в конечном итоге нас как раз ждет успех. Это тот успех, который не пришел сам по себе. Не какая-то удача такая как призрачная, которая нам на голову буквально свалилась, какой-то шанс. Нет. Все-таки на самом деле, что такое успех? Это результат приложенных усилий. Это наша настойчивость и вера в самого себя. И вот как раз об этом говорит карта. Какой-то успех как будто вам обеспечен, мои дорогие рыбы и рыбки. У кого-то это может быть успех, который далекий где-то, на расстоянии находится. Или вы занимаетесь вопросами по поводу переезда. Готовите документы, может быть, для переезда на расстояние большие. Для кого-то из вас смена сферы деятельности. Думали заниматься одним, потом переиграли, переключились на что-то другое. И так бывает, правда. У меня несколько знакомых именно вашего знака, которые, имея высшее образование и будучи прекрасными профессионалами, в середине своей жизни, наверное, как у Данте, земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Так вот, в середине своей жизни, казалось бы, при успешной карьере, принимали решения и занимались совершенно другими делами. И как-то, наверное, больше, может быть, хватило смелости, духа, попробовать себя в том, о чем просила душа. Может быть, очень важно заниматься тем, что нам нравится, потому что, как правило, именно в этом поприще мы добиваемся как большего успеха, так и финансовой какой-то стабильности. Вот обо всем этом говорит тоже карта. Для кого-то из вас это переход, может быть, в систему IT, потому что часто по этой карте мечи все-таки пространство, интернет, посредством интернет может быть связанная работа, или то, что где-то поначалу выглядит как иррациональным. Для кого-то из вас это может быть удаленная работа или работа, связанная с перемещениями, или вообще да что угодно. Но успех нам обещают, мои дорогие. Давайте посмотрим, чего не избежать. А хитрить придется, изворачиваться, где-то не рассказывать о себе много, о своих планах на будущее, принять во внимание, что с нами люди могут пытаться манипулировать. Сохраняем самого себя и свое имущество. Все-таки 7 мечей, хоть нигде и не прописано, но называют ее упорно картой вора. И поэтому это в наш адрес могут быть направлены такие действия, где мы должны себя защитить. Начиная, наверное, от того, что мы не переходим по каким-то мутным ссылкам непонятным, и фишинг у нас только процветает, поэтому приобретая новые какие-то варианты, поэтому себя все же бережем. Так и, может быть, проверяем пароли аккаунтов, электронные платежные системы. Тут вот везде себя страхуем.
так и буквально, чтобы не рискуем своим имуществом, своими деньгами, кошелькам, к сумочкам будем внимательны. И в отношениях-то с людьми тут как будто пополам надо разделить. У каждого свой интерес. Нами могут пытаться манипулировать. И значит, мы должны манипулировать где-то в ответ. Может быть, чтобы какая-то ваша идея не была украдена. Правда, мои дорогие, так тоже бывает. Идеи воруют, когда своих не имеют. А вы, люди интуитивные, вы можете видеть как-то по-другому что-либо, какой-то процесс. Или какое-то дело нас может захватить, мы им занимаемся, а кто-то позавидовал и начинает палки в колеса вставлять. Я надеюсь, этого не произойдет, но все-таки это тоже где-то по семерке мечей все проигрывается. Поэтому, мои дорогие, берегите себя. Вот и все. Чего не избежать? Беречь надо. Такое время, такая обстановка может быть вокруг. Чему сейчас не время? Ну, сказать, что чему-то не время в целом не могу, потому что по карте принц Пентаклей это получение денег. Ну, может быть, деньги задерживаются или рассчитывать на то, что, допустим, тот человек, который нам всегда помогал, может прийти на помощь. Ну, я бы сказала, нет. Вот такой вариант может проиграться. И не потому, что нам кто-то хочет навредить. Вовсе нет. У человека могут быть какие-то дела, заботы, какие-то обстоятельства, которые тоже свалились на голову, и сейчас он вынужден переключиться на что-то свое. Или по этой карте, когда мы буквально начинаем какое-то новое дело. Тут сказал бы, может быть, недавний какой-то проект был уже, и мы тут словно на что-то новое еще пытаемся переключиться или что-то передумать, начать сомневаться в себе. Вот этому, конечно, не время. А вообще нет ничего того, чему мы было сейчас не время. Здесь самое главное, наверное, для себя что-то, как свою линию, стратегию упорно продолжать, и это будет очень правильной политикой, тактикой, и не ускоряться, может быть. Хотя, может быть, для кого-то из вас эта карта будет означать, что если приходит какое-то событие на наш порог, значит, не стоит это откладывать где-то на потом. Или говорить самому себе, и я подумаю об этом завтра. Наверное, будет элемент того, что мы должны в тот момент, когда мы получили известие или какую-то новость, или какой-то документ, мы не можем это переложить на завтрашний день. А мы должны отреагировать сегодня, сейчас. Потому что, может быть, в последующем как-то изменится обстановка. Понимаете как? Вот может тут, почему нам карта говорит не время. Ведь это своего рода марафонский забег. И если мы так глобально берем, когда это какой-то наш проект на длительный период, ну почему нет? Тут нет никакого противоречия. Но если мы пытаемся словно тот забег, какое-то дело переложить потом, на завтра, на послезавтра, то тут мы себе можем, скорее всего, где-то навредить, ошибиться, потому что кто знает. А завтра, вот буквально по законам каким-то. Я была один раз в такой ситуации, и хорошо, это мой далекий очень опыт, но буквально я ждала, когда выйдет определенный закон. И уже где-то я прошляпила. Почему? Потому что мне сказали, что да, готовится к рассмотрению, и вот-вот он должен быть принят. И что вы думаете? Я просто перестала верить. Мне казалось, что я эту проблему, этот вопрос не решу. И контролировать, отслеживать ситуацию я просто бросила. Вот и все. И каково же было мое удивление, когда буквально через 3 недели, я никогда не забуду это, я неделю где-то не динамила, не контролировала. Выходит этот закон, и он просуществовал в голом виде ровно 2 недели. И я узнаю, когда где-то, наверное, последний день или 2 дня, когда выходит подзаконный акт, и словно вот это окошечко, оно раз и закрылось. Я опоздала. Иногда бывают такие досадные ситуации, поэтому если у вас что-то в плане есть, наверное, вот идите уверенно вперед, не сомневайтесь в себе. Вот бывает, недаром мудрые сказали, что ночь наиболее темна перед рассветом. И правда, мы иногда, бывает, за 5 минут до победы оставляем какое-то дело, а потом нам приходится начать все с нуля. Вот эту ошибку не стоит допустить. Короче, продвигаемся, все контролируем.
Может быть, кому-то это важно услышать. А что нам помогает? Взаимодействие правильное с людьми, правильный выбор. Когда мы его сделали, и уже вправо-влево мы тут не крутимся где-то. Доверительное отношение тех людей, которые нас воспринимают искренне. Но все же влюбленные для кого-то может проиграться с учетом того, что Венера входит в знак зодиака Лев как раз 4 числа июня. И это для нас откроет какие-то новые грани чувственности, какую-то романтику, новые условия игры и флирта. Почему нет? И чувство какое-то нас может захватить, вполне вероятно. Вообще, я бы сказала, иногда ведь и как само вот вдохновение заниматься каким-то делом или вдохновение в отношениях для кого-то так тоже может проиграться. И те отношения, которые нас словно делают сильнее, когда мы меньше, кстати, в себе сомневаемся и когда мы уверены в собственном успехе. Его Величество, как и выбор, так и развилка судьбы, и наш правильный выбор будет тоже нам помогать. Я бы больше сказала, нам будет помогать, если мы с чем-то определились, опять же, да, и не мешкаем. Вот, наверное, больше я вижу в этом совет именно такой. А для кого-то из вас это могут быть все же отношения, как по Венере во Льве. И это еще вопросы мужества, когда мы, например, можем кому-то сказать «нет», если у нас безответная любовь. Вот на этот период как раз, который начинается с 4 июня, а мы смотрим как раз на неделю с 5, для кого-то из вас не стоит продолжать ту, наверное, игру, которая не стоит свеч, или продолжать, как говорят, еще игру в одни ворота. Если человек не отвечает взаимностью, значит, нам в ту сторону идти не надо. И ведь, кстати, это может проиграться, знаете, в отношении какого-то дела. Если мы вкладываемся в отношения, если мы относимся к человеку со всей душой, то предполагается какой-то взаимообмен душевный, и вот он именно нам будет помогать. Давайте посмотрим, что дела, работа, бизнес. Карта шанса, карта колеса фортуны. И в этой колоде Таро иллюминатов тут как раз какая-то возможность, которая может появиться. И правда, кой железо пока горячо, вот все то, что я рассказывала, или что-то подобное, у каждого с каким-то своим подсмыслом, или в какой-то своей сфере может проиграться, и мы что-то не можем отложить на потом. Иначе мы упустим эту самую возможность. Если мы скажем, я подумаю завтра, или я вам завтра перезвоню. Допустим, проскочила какая-то информация, вот словно, знаете, промелькнула даже, да, и казалось, или стоит мне этим заниматься, или, может быть, я не в том направлении двигаюсь, или вот мы что-то можем поставить на паузу, или захотим более так глобально, весомо поразмышлять. А карта-то нам говорит, нет, тут надо действовать, прояснить какой-то вопрос, проучаствовать в каком-то деле, разузнать, может быть, какую-то информацию или кому-то куда-то отправиться срочно, согласовать какой-то документ, подписать этот документ, оформить его, может быть, нотариально. Да тут тысячи ситуаций могут быть, и действовать придется именно в тот момент, потому что, отложив на завтра, нам завтра скажут, спасибо, уже не надо, или вы уже опоздали. Вот правда может быть такая какая-то ситуация. Но я надеюсь, не для всех, а для большинства из вас это какая-то возможность. Но тут надеемся мы сами на себя. И это будет проигрываться от начала до конца. Посмотрите по всем картам. Что здесь? Мужество, мы сказали, идти вперед, и тогда нас ожидает успех. Что мы сами себя страхуем, опять же, надеемся сами на себя. Где-то контролируем ситуацию, опять же, мы сами. Ну и выбор-то делаем тоже мы сами. И тогда, не подвергая себя риску и держа руку на пульсе, мы вовремя увидим, где действовать, где отступить полшага назад, мои дорогие. Проиграется как-то по-своему, но больше для вас плюс. Поэтому не ослабляйте хватку, сказала бы я так. Что у нас по финансам? Но опять же, какой-то либо уход, либо переезд, либо выход из затруднительного положения, который мы, может быть, ищем буквально по финансам, и мы его найдем. Значит, будет человек, если это необходимо, решить какую-то
финансовую проблему мы найдем этот выход, и будут люди, которые нам помогут, или как-то, ведь это выход из зоны комфорта, по сути дела. И значит, когда мы хотим какую-то проблему решить, то мы готовы к любым неожиданностям. И стало быть, проблема будет решена. По этой карте уже как будто это нам обещают тоже. И значит, таким или иным путем, если есть проблемы с финансами, вы их решите однозначно. Для кого-то из вас это может означать, что мой финансовый успех где-то далеко, правда? И вот эта шестерка мечей будет означать о том, что в каком-то новом поприще, в другом виде деятельности, может быть, на совершенно другом расстоянии, где-то ждет нас финансовый успех, к которому мы просто стремимся. Я скажу, что не вижу, чтобы была какая-то финансовая проблема. Тут скорее выход из каких-то финансовых затруднений. Но и сказать, что получение денег буквально у нас на этой неделе, я, увы, тоже не могу. Поэтому, мои дорогие рыбы и рыбки, будьте рациональны. Ну и, наверное, где-то экономия не помешает. На кону что-то серьезное стоит. А вот, кстати, могут и деньги какие-то задерживаться. Пусть это у нас выпадает на личную жизнь, но ведь это старший аркан, и он может говорить о любой сфере жизни. У кого-то просто может перемежаться, как сфера финансов, сфера личной жизни, каких-то личных достижений. Здесь может быть все в одном котле. И с одной стороны, мы должны быть где-то рациональны к тем вопросам, если, допустим, у нас сейчас какие-то документы или какие-то обстоятельства влияют так, что что-либо становится на паузу. Мы не можем на это повлиять. Значит, и ускоряться туда не имеет смысла. Но если имеется в виду, правда, кстати, по поводу безответной любви, какие-то отношения тупиковые, которые ни к чему не ведут, или вы не видите перспективы, вы не видите вдохновения, и тогда вот из этого тупика нам карта как раз советует выйти. Нам вообще карта советует не быть пойманным, словно на крючок, мои дорогие рыбы и рыбки, и для кого-то это может проиграться как сфера любви. Кто знает, ведь по этой карте нам о чем говорят? Увидеть что-то совсем под другим углом, это значит изменить кардинально свое видение как ситуации, так и качества жизни. Вот мы перевернули эту карту, и человек из подвешенного состояния уже танцует. И как будто нам-то вот предлагают сделать то же самое, почему-то на личную жизнь. У каждого, опять же, своя история. Попробуйте переложить на себя, как для вас это может проиграться. Может быть, это как подсказка в какой-то вашей любовной истории. А может быть, это подсказка как выход из какого-то положения, либо по вашим личным амбициям, или по вашему творчеству, или то, что вы для себя планируете совершить. Где-то не подвергайте себя риску, соглашаясь на какую-то мутную, я бы сказала, либо договоренность, когда ни да, ни нет, когда мы в подвешенном состоянии оказываемся. Здесь нужно исключить любую возможность нас поставить в какой-то тупик или задержать словно нас. Мы не должны себя подвергнуть вообще риску. Предположим, какую-то ситуацию, когда мы находимся словно обособленные или в каком-то замкнутом пространстве, или как мы словно в заключении в каком-то, понимаете? То есть риска никакого не должно быть для вас. Не рискуйте ни своим добрым именем, не рискуйте своим положением, не рискуйте своими планами, не рискуйте сами собой. Иногда бывает, что это, знаете, как либо место, либо пространство, где мы не можем повлиять на какую-то ситуацию. Поэтому, конечно, карта может говорить как и об каких-то обстоятельствах, которые нас вынуждают что-то подождать, так и когда мы сами подвергнем себя риску и получим ту ситуацию, когда мы не сможем что-то осуществить. Вот здесь, наверное, будет двояко. Ну а для кого-то это ситуация, которая любовная ситуация, и здесь тоже решаете вы сами. Перекладываете сами на себя. Что-то у вас на кону стоит очень важное.
как на перспективу, так и на этой неделе. И знаете, ведь если мы говорим про колесо фортуны, пусть не в этой колоде, а в колоде Таро Висконти Сфорца. Кто смотрит мои видео часто, наверняка помнит эту карту, где мудрец словно проползает под этим колесом. Почему я сейчас вспомнила? Да потому что карта повешенного иногда, я пыталась это в мягких формах как-то озвучить. Мы здесь словно можем попасть в ситуацию, понимаете, когда будем рисковать своей свободой, буквально. А потом словно в заточении в каком-то по карте повешенного будем находиться, когда мы словно идем против закона, а потом закон в нашем случае как-то сработает совсем не в нашу пользу. И вот по колоде Таро Висконти Сфорца это как раз колесо фортуны, это тот риск, или та карта 50 на 50. Это может быть словно сначала выглядеть как какой-то успех или какое-то предложение, или нам могут предложить что-то, обрисовывая какие-то, ну, сказочные условия или какие-то золотые горы, кисельные берега, а в итоге это будет типа ловушки. И здесь мы тоже должны это предусмотреть. И если мы начинаем взаимодействие с чем-то или с кем-либо, а потом видим, что ситуация развивается совсем не в нашу пользу, значит, срочно выйти по-английски, буквально у кого-то по финансам, не заключив какого-то договора или юридически, может быть, тоже себя не подвергнуть в какую-то либо историю, которая будет иметь продолжение, а для нас будет означать ограничение, или не поставить себя в какую-то меру ответственности, из которой мы потом будем выкарабкиваться в одиночку. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки. Я надеюсь, вы люди очень интуитивны и, ну, как-то переложите на вашу именно ситуацию. Много очень по всем этим картам выпавшим можно предполагать совершенно разных обстоятельств. Будьте счастливы, мои дорогие, и любимы всегда.